Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя Ли, и это блог о вязании, и в частности о вязании в Корее. В этом видео, вы уже по названию, конечно, догадались, хотела показать подарки. У нас уже осталась неделя до Нового года, до 31 числа осталась всего неделя, поэтому я покажу подарки, которые можно очень быстро связать. Я сделала список из 10 видов подарков. 5 из них это что-то для интерьера, такое маленькое, простое, и 5 то, что можно уже надеть на себя. В дополнение к этому видео я сделала файл со всеми этими подарками, а также там будут ссылки. Ссылки также оставлю в описании на видео мастер-классов с YouTube, которые вы можете сами же связать. Они не все на русском языке, поэтому можете просто смотреть. Если там на другом каком-то языке есть субтитры, можно перевести. Если нет, то, как я делаю обычно, просто смотрю за руками и повторяю. Поэтому ссылки оставлю все в описании, и плюс в файле тоже будет. Как получить этот файл? В описании оставлю мой телеграм, добавляйтесь и скачивайте оттуда файл. Если вы еще никогда не вязали подарки и думаете, что это не очень, то постарайтесь связать какие-то простые, красивые вещи, не очень яркие, какие-то аляпистые, сложные, которые будут выглядеть как сувенир. Свяжите то, что человек реально будет носить, то, что можно применить в реальной жизни. И плюс вкладывайте в это смысл, что вы вяжете от души для человека. Вы тратите свое время, материалы, делаете подарок и с такими же чувствами принимаете такие подарки. Итак, давайте начнем первый подарок. Подарок номер 1. Брелок можно повесить на сумку, на шопер. И в этом году очень популярно делать всякие обвесы на сумку. Поэтому, я думаю, это применить будет очень легко. Начиная с символа этого года, с лошадки, мастер-классов которых полно везде. Даже на Pinterest есть схемы, как связать. Поэтому можете вязать лошадку. Но если уже лошадку не хочется, тогда здесь есть интересный такой бутерброд с икрой. Можно сверху бусинки, бисер пришить. Или просто как вышивка, ниточка красная сделать, или оранжевый. Конфетки. Конфетки здесь есть с спицами. Мне очень нравится спицами, как выглядит. Еще есть урод фронт конфета. По-моему, она уже как с прошлого года в тренде. Мне очень нравится. Елочки. Всевозможные елочки, разные варианты. Можно как и крючком связать, так и спицами. Спицами можно айкордом такую ленточку сделать, и вот ее вот так нанизывать, как на фото показано, и бусинками подкрепить. Выглядит очень просто. Полосочку связать и вот так с зигзагом сложить. Или можно еще маленькие разные связать. Вот здесь есть Санта или Дед Мороз, перчатки, пряник, звездочка. Все это вместе вот так нанизывается, интересно висит. Добавлю тоже ссылки на эти мастер-классы, которые я нашла. Либо вы можете сделать брелок, если вы знаете, что нравится человеку, то связать для него. Например, в прошлом году я видела часто брелочки в виде рыбок, и сестренка знала об этом и подарила мне рыбку. И эту рыбку я все лето на сумке носила. Это не выглядит по-детски, это выглядит очень стильно, поэтому можете красиво стерилизовать и носить такие брелоки. Далее. Теперь номер 2. Рамка. Меня очень эта идея вдохновила, когда я в корейских магазинах пряжи заметила, что на фото по бокам сделаны такие дырочки, и в эти дырочки крючком уже провязывается какой-то узорчик. Так обвязать фото, по-моему, это очень красиво. Можно даже вот общее фото с подругами как-то так оформить, либо картинку какую-то красивую. Связать рамку, вставить туда фото и потом уже подкрепить с задней стороны, как вот на этих фото показано. Либо еще можно каких-то любимых звезд. Когда я в Пинтересте искала карточки знаменитостей, кей-поп разных певцов. Или еще можно в рамку вложить сначала салфеточку, а может у вас уже есть даже связанная какая-то салфеточка. Можно положить в рамку и сверху фотографию, и так закрыть, и будет очень красиво. Либо то же самое можно сделать с зеркалом. Зеркалом тоже очень выглядит красиво. Третье. Подставка. По-моему, самое универсальное. Под стакан какую-то подставку связать. Либо круглую, либо квадратную. Квадратную тоже очень просто вяжется, просто поворотными рядами туда-сюда. Круг можно с центра начать связать, а в конце можно даже лепесточки сделать, и получится уже цветочек. Если довязать невысокие борта, тогда можно сделать подставки вот под украшения, как небольшие тарелочки такие. Я сама такими пользуюсь. Сейчас покажу, что у меня есть. Я уже давно вязала,
Поэтому у меня даже небольшой набор получился. Когда я складываю колечки, уже давно этим пользуюсь, чтобы кольцо не потерять, я всегда снимаю и сюда все кладу. И сережки, колечки тоже. Такая еще подставка есть, чтобы очки положить. Такой я вот тоже очень часто пользуюсь, чтобы очки у меня не просто где-то лежали на столе, и я, чтобы их не задела, они у меня вот так красиво лежат. Еще мне сестренка подарила такие подставочки, красивые очень. Возможно, их чуть-чуть посложнее вязать, потому что нужно внутрь вот здесь проложить что-то, как наполнитель, синтепон какой-то. У меня вот целый сет. Один я уже поставила, я на него ставлю кружку. Хотя можно здесь же также колечки сложить и что-то по мелочи, не знаю, помаду какую-то, то можно также и вот стакан. Как раз у меня новый стакан, очень хорошо сюда подходит и очень красиво. Такой набор получился. Я люблю пить чай, кофе, иногда вода, что-то приношу, поэтому у меня на столе куча вот таких подставок. И на кухне тоже, и здесь тоже. Я всем этим пользуюсь, поэтому когда я кому-то дарю, мне говорят, что они тоже пользуются. Даже не думали, что чтобы стол оставался без всяких разводов, очень хорошо их использовать, потому что они еще и впитывают воду. И вот, наверное, самое сложное из всех подставок, которые здесь есть, также мне подарила сестренка. Это очень стильно. Если такой подарок сделать и подарить, это вот связано спицами, думаю, это очень можно удивить. Но я сама, хоть и вяжу, я очень удивилась, как она красиво это сделала. Посмотрите, здесь тоже вот так синтепоном наполнить. Синтепон, я правильно слово, надеюсь, говорю? А, то, что вот игрушки тоже наполняет. Вот сюда можно. То есть 2 квадратика связать, здесь прошить, здесь наполнитель. И здесь еще вот такую вот этикеточку сделала. Это очень выглядит как качественно, как из магазина товаров для интерьера. Если подставки вот такого варианта с бортиками, бортики связать еще выше, то тогда можно вот складывать и ручки разные, и крючки для вязания, ватные палочки, все что угодно. Поэтому такого можно, если успеваете за эту неделю, даже целый сет какой-то связать. Чехлы. Разные чехлы. В Корее очень популярны такие чехлы для салфеток. Чтобы не покупать отдельно салфетки, то часто просто из огромной упаковки туалетной бумаги достают туалетную бумагу, ставят на стол. Поэтому, чтобы выглядело это красиво, придумывают вот такие чехлы. Можно также бантики пришить. Пришить вот этикетку, как мне сестренка вот здесь вот сделала, это не будет выглядеть как какой-то несерьезный handmade предмет, а выглядит как предмет интерьера. Дальше можно сделать квадратные. Под квадратную салфетницу, коробочку можно сделать квадратные, спицами, крючком. Можно прямоугольные. В зависимости от того, что вы свяжете, внутрь такие вот салфетки можно и поставить. Можно из мотивов квадратики маленькие связать и соединить. И просто в серединке такую дырочку оставить, не соединять. И туда салфетки будут доставаться. Или из этих же мотивов можно собрать чехол для планшета или ноутбука. А может, вообще вы вязали уже квадраты, просто ничего из них не собрали? Я такое тоже иногда видела, когда говорят, что вот собиралась кардиган вязать или что-то, связала много мотивов и вот до сих пор никак не собрала. Вот эти же мотивы бабушкины квадраты можете собрать и сделать что-то новое. Итак, пятое. Пятое у нас кошелек. Кошелек тоже вяжется совсем просто. Можно без пуговиц даже сделать, как 2 кармашка, куда карточки или купюры вставить. А можно добавить и пуговичку. Можно даже вот и пуговичку добавить, и какое-то колечко, чтобы как брелок подвесить куда-то. И даже вот также этикеточку, и все. Выглядит как из магазина. Или можно сделать какие-то холдеры, например, для помады, для наушников, для зарядки или для термоса. В этом году очень много видела вот таких холдеров для термоса. Видимо, стало очень популярно и удобно. Многие ходят со своей бутылкой, чтобы купить кофе можно, или с собой взять кофе и вставить его вот в холдер. Следующее, шестое. Резинка. Вот это я хочу очень попробовать. У меня уже есть разный мохер. Я хочу из мохера попробовать связать спицами или даже крючком. А может и спицами, и крючком. Все что угодно можно сделать. Можно, например, связать прямоугольник спицами или крючком и внутрь резинку и все просто прошить. Или можно вот как здесь крючком такой квадратик,
То есть сначала с круга начать, где резинка, и потом уже в квадрат перейти, полностью квадратом довязать. Выглядит так объемно и интересно. Или можно вот ленточки связать. Ленточки тоже очень красиво выглядят из мохера. Эти ленточки можно связать, длинную ленточку, и к резинке уже бантик привязать. И резинку просто уже на волосы завязывать, а ленточка уже она в бантике, с ней уже ничего не нужно делать. Я думаю, просто если только лентой подвязать волосы, будет скользко и будет спадать. Поэтому лучше с резинкой. Следующее, кажется, уже седьмое. Это тонкий шарфик. У меня тоже есть тонкий шарфик. Я вязала его крючком. У меня даже два. Один из мотивов небольших. И один я вязала вот в прошлом году вот такой оранжевый. Тоже такой мягенький, как это акрил с чем-то. По-моему, это не совсем мохер. Поблескивает так. Выглядит не мохерово. Но можно вот такой тонкий шарфик. Он тоже вяжется быстро. То можно связать такой тонкий шарфик одного цвета или нескольких цветов и тоже подарить. Сейчас трендовый такой шарфик, уже даже с прошлого года, по-моему, это Софи шарф. Когда вот с узкого начинается, потом расширяется и снова узкий. Вот этот шарфик можно подвязать под куртку. Я видела, кто-то писал в комментариях в интернете, что куда этот шарф, можно было его и длиннее связать, для чего вот такой короткий. Для чего? Если под куртку, получается, сюда положить, обернуть и вот здесь завязать, то все, он уже согревает шею. Я в прошлом году такой уже для корейской подруги здесь вязала. Она потом ходила уже на работу и говорила, что на работе в офисе прохладно, и вот она сидит в этом шарфике, ей очень нравится. Также шарфик можно и закомбинировать каких-то два цвета, например, или вообще ярко разных цветов сделать. Здесь уже просто полный полет фантазии, потому что вязать просто туда-сюда, ничего такого сложного, можно и даже из остатков какой-то пряжи вашей связать. Или зигзаг. Зигзаг тоже очень хотела попробовать. Если найду схему, тоже прикреплю. Очень хочется вот такой зигзаг. Теперь восьмое. Восьмое у нас чепчик или повязка. Повязку можно вот сделать, как здесь, из мотивов. Можно вот как-то с цветами здесь поиграться, интересно. Выглядит очень даже стильно, уши закрывает и греет. А можно просто сделать спицами. И вот все время мне кажется, если есть этикетка, как будто выглядит вещь даже дороже. Не знаю, может, мне только так кажется. Напишите, как вот вы думаете насчет этих этикеток. Ну, заметила, что в Корее очень популярно на вязаные вещи пришивать этикетки, где написано, что это handmade или еще что-то, какие-то милые, возможно, слова. Также можно это вышивкой украсить. Или можно связать чепчик, чтобы вот здесь завязывалось. И крючком можно разных цветов сделать, или можно спицами. Спицами тоже можно яркие какие-то интересные сделать. Если вы знаете, какие цвета нравятся или какой стиль у ваших друзей и близких, тогда можете попробовать приблизительно вот в их стиле какие-то цвета подобрать и связать. А если знаете, что человек не любит какие-то яркие вещи, то зачем? Можно просто белое или черное, бежевое, что-то простое связать. Девятое. Митинги и варежки. Митинги. Давно уже засматриваюсь, никогда не пробовала, но я сама заметила, что я не очень часто ношу варежки, чаще просто в карман руки убираю. Возможно, многие тоже так делают, поэтому можно же просто связать тогда митинги. И пальцы будут открыты, можно и телефон трогать. Если, да, кто-то очень сильно мерзнет или у вас очень холодно и без варежек вообще никак, тогда можно варежки. И сейчас популярные варежки с буклированной пряжи. То есть верхнюю часть всю связать из букле, а уже на манжетах какая-то другая пряжа. Может, меринос какой-то, или шерсть с акрилом, или что-то не кудрявое такое. И самое последнее, десятое. Оставила напоследок самую красоту, но которая, возможно, чуть-чуть дольше будет вязаться, тем более, если вы не так много вяжете, но вы хотите попробовать, тогда можно будет короткие гетры связать какие-то. Тоже также можно из остатков связать, соединить соединить какие-то интересные цвета пряжи или однотонные сделать, можно длинные, если вы быстро сможете связать, тогда можно длинные. Можно крючком тоже связать и спицами, можно из мохера. Даже мохер выглядит очень интересно, кстати, когда из-под джинс и брюк выглядывают немного гетры. Вот что-то об этом я никогда не думала. Можно сделать какой-то интересный, и уже из-под джинс и брюк будет выглядывать какая-то вот такая изюминка, красота. Самое последнее — тапочки.
Я сюда добавила тапочки трендовые, которые я тоже уже снимала. И это не моя идея, потому что уже в интернете очень много таких тапочек. Но я снимала вот вариант, который я думала, как он вяжется, как я свои расчеты сделала. Я его связала, поэтому мастер-класс есть на канале, тоже прикреплю. Можете попробовать связать тапочки. То есть вяжутся они огромного размера, и потом при стирке они садятся. Аккуратнее со стиркой. Лучше сначала выставить, например, на 40 градусов и постирать, посмотреть, как получается. Если не до конца еще села, можете еще на 30, например, градусов поставить и еще постирать. Либо уже в горячей воде руками просто потереть, потому что горячая вода и трение, получается валяние, шерсть валяется. Так, и на этом, так, я все рассказала, все показала, все, что я собрала. Я думаю, еще очень много всего можно интересного связать, но вот 10 вариантов, которые я здесь собрала, те, которые вяжутся попроще, я думаю, которые будут интересные и стильные, поэтому можете пробовать. Можете в комментариях написать, что именно вам понравилось и что вы хотите попробовать. Я сама тоже хочу попробовать. Вот мне резинку очень хочется попробовать. Гетры я тоже хочу, потому что у меня появилась юбочка, и мне вот с юбкой хочется гетры попробовать сочетать. Поэтому гетры, резинка и еще что-то для интерьера. Для интерьера я тоже хочу. На самом деле все интересно, все хочется это попробовать связать, кому-то что-то подарить. И я бы хотела еще попробовать связать резинку для подруги. Я думаю, это будет очень быстро. За вечер можно связать и уже на следующий день подарить. Поэтому, или даже утром связать и к вечеру уже пойти на праздник и подарить. Думаю, это очень должно получиться быстро. Если буду вязать, я с вами поделюсь, покажу. А подставки для стаканов да, я уже часто вязала и многим дарила. Поэтому думаю, сейчас что-то надо новое сделать, поэтому подумала про резинки. Делитесь тем, что будете вязать вы, или, может, уже связали. Можете тоже рассказать и сохранить это видео, чтобы уже там в следующем году, например, вязать, или на другие праздники же тоже можно это все применить. Как я и говорила, файл будет в Телеграме. Телеграм можете вот здесь вот название моего Телеграма найти и сканировать код. А ссылки на мастер-классы по одной-две вещи из каждой категории я мастер-классы нашла, поэтому ссылки все в описании оставлю. Также и в файле тоже эти ссылки добавлю, поэтому пробуйте, вяжите в удовольствие и делитесь, как у вас все это получается. Можете в Телеграме писать, что вы вяжете, что вам интересно. Если вам интересен вот такой формат, когда я делаю подборки с какими-то мастер-классами или подарками, пожалуйста, напишите. Будем продолжать тогда эту рубрику. До новых встреч! Я ко всему добавила 2 варианта из спицы и крючок, чтобы было вам легче, потому что кто-то вяжет спицами, кто-то только крючком, кто-то наоборот. Поэтому выбирайте то, что вам удобно.